том, чтобы завести собаку-пенсионера, были свои плюсы, особенно для Лили, женщины, которая ходит по грязным улицам Мемфиса. Однако ее ожидания разбились вдребезги, когда она столкнулась лицом к лицу с угрожающей фигурой, преградившей ей путь в круглосуточном магазине. То, что сделал в ответ ее новый верный спутник, было не просто странным, но и шокирующим. В переулках Мемфиса опасность подстерегала за каждым темным углом, и Лиле пришлось пережить немало неприятных встреч. Будучи молодой незамужней женщиной, она часто становилась мишенью людей, рыскающих по улицам со злыми намерениями. Что еще хуже, ее отношения рухнули, оставив ее не только с разбитым сердцем, но и без крыши над головой. Испытывая финансовые трудности, она неохотно переехала в один из самых опасных районов города, потому что не могла позволить себе ничего другого. Это была суровая реальность, которую она не могла изменить немедленно, и это заставляло ее закалять себя перед лицом жизненных трудностей. Решение проблем, с которыми столкнулась Лили в новом районе, оказалось для нее непростой задачей. С момента своего приезда она не раз становилась жертвой ограбления, а дважды становилась объектом постоянных преследований. Столкновение с похищением потрясло ее и спасло только перцовый баллончик защитного действия, который она носила с собой. Лили постоянно испытывала беспокойство и чувствовала себя как в ловушке. И все же, несмотря на уныние, неожиданно забрезжил луч надежды. Визит в местный приют для животных, который изначально был предназначен для того, чтобы скрасить ее одиночество в компании кошки, принял непредвиденный оборот. Когда она бродила по коридорам приюта, ее внимание привлекла не кошка, а обветренная немецкая овчарка, которую привел полицейский. Узнав, что эта собака – отставной полицейский пес, нуждающийся в новом доме из-за безнадзорности в участке, Лили принялась обдумывать возможные варианты. Решение ее проблем только что свалилось ей на голову. Прервав офицера полиции, когда он разговаривал с сотрудниками приюта, Лили воспользовалась случаем и рассказала свою историю, умоляя усыновить собаку. Полицейский, который, казалось, был равнодушен к деталям, с готовностью согласился, больше заинтересованный в том, чтобы избавиться от животного, чем в понимании мотивов Лили. Хотя Лили и была шокирована отсутствием любопытства у полицейского, она была счастлива, что смогла взять собаку к себе. Луна, собака, которая быстро стала новой компаньонкой Лили, оказала на нее неоспоримое влияние с того самого момента, как они вышли на улицу вместе. Пока они шли по улицам, обычное нежелательное внимание и звонки со стороны мужчин прекратились, сменившись уважительными кивками и быстрыми извинениями, когда им мешали. Рядом с Луной Лили чувствовала себя неуязвимой и защищенной, чего ей так не хватало в ее новом районе. Наконец-то ситуация изменилась в ее пользу. Когда они вернулись домой, Лили охотно познакомила Луну с ее новым окружением, но обнаружила, что реакция собаки была не такой восторженной, как она ожидала. Из-за поведения Луны собака выглядела беспокойной. Она поджала хвост и осмотрела каждый уголок своего нового дома. Лили показалось, что от привычек полицейской собаки трудно избавиться. Когда наступила ночь, Луна стала немного беспокойнее и всю ночь бродила по дому. Утром Лили обнаружила, что собака удобно и мирно спит, растянувшись на диване. И снова Лили подумала, что Луна привыкла к своему графику работы полицейской собакой, поэтому она понимала, что для изменения привычки может потребоваться некоторое время. Решив установить новый распорядок дня, чтобы Луна могла составить ей компанию в течение дня, Лили решила повременить с выходом на улицу в тот день, пока Луна не проснется. В тот день, когда Луна наконец проснулась, солнце уже садилось, и Лили опасалась выходить на улицу. Однако ей нужно было зайти в ближайший круглосуточный магазин, что заставляло ее нервничать. Прежде чем мы выясним причину, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Это было одно из мест, где ее ограбили раньше, и она знала, что там ограбили и многих других людей.
Преступникам было очень легко это сделать, потому что вокруг не было камер видеонаблюдения, а полиция ничего не предприняла в связи со всеми сообщениями, которые были сделаны по этому поводу. Однако в этом районе не было другого круглосуточного магазина, так что у Лили и всех остальных соседей не было особого выбора, кроме как продолжать пользоваться им. Когда они с Луной подошли к круглосуточному магазину, в очереди никого не было, только пара человек вокруг, но Лили чувствовала себя в безопасности, когда Луна была рядом. И собака была начеку, когда они подошли к магазину, поэтому никто не подошел к ним близко. Когда Лили выходила из магазина, она почувствовала на себе чей-то взгляд и увидела, что Луна продолжает оглядываться. Было ясно, что кто-то следует за ними, но Лили продолжала идти. Рядом с Луной она чувствовала себя в безопасности, но поспешила вернуться домой. Когда она подходила к своему дому, навстречу ей направились двое мужчин в капюшонах, и вид у них был совсем недружелюбный. Лили замерла и притянула Луну к себе. Сначала собака ничего не предпринимала, но когда мужчины подошли ближе, Луна начала рычать и скалить на них зубы. Мужчины быстро перешли улицу и ушли. Лили почувствовала огромное облегчение, а когда они вернулись домой, она дала Луне еще одно лакомство. В течение следующих нескольких ночей, проведенных в доме Лили, поведение Луны было в основном таким же. По ночам она была очень активна, и всякий раз, когда слышала поблизости полицейские сирены, ей казалось, что она ждет, когда ее заберут. Однажды вечером ей снова понадобилось сходить в магазин, и она взяла Луну с собой. Когда они добрались туда, возле магазина притаились два человека, и Лили решила немного прогуляться по кварталу и посмотреть, не идут ли они дальше. Когда она вернулась, магазин был пуст, за исключением мужчины, стоявшего в нескольких шагах от него с капюшоном на голове. Лили колебалась, но в конце концов все равно решила зайти. Подойдя к магазину, Луна сначала растерялась. Она была настороже и, казалось, очень интересовалась мужчиной, напряженно принюхиваясь в его сторону. Закончив с покупками, Лили вышла из магазина, и когда она это сделала, к ней начал приближаться мужчина в толстовке с капюшоном. Сердце Лили бешено заколотилось в груди, но Луна ничего не предпринимала. Она не хотела уходить, а Лили не хотела оставлять ее одну. Она попыталась позвать Луну по имени, и это привлекло внимание собаки. Затем Луна начала рычать на мужчину, который вел себя очень странно. Если он хотел ограбить Луну, то у него плохо получалось. В конце концов, Лили это надоело, и она очень сильно дернула Луну за поводок. Луна, наконец, поняла, что хочет уйти, и подчинилась, но незнакомец побежал в направлении Лили. Он был очень быстр, и Лили вскрикнула от неожиданности. Она попыталась убежать, но мужчина преградил ей путь. Она крепко держала свою сумочку и поводок Луны, надеясь, что Луна придет в себя и сделает что-нибудь, чтобы отпугнуть мужчину. Лили знала, что ей нужно как можно скорее убираться оттуда. Она не хотела выяснять, что задумал этот человек. Она отвернулась, но мужчина быстро повернулся к ней лицом. Всякий раз, когда она двигалась, он преграждал ей путь и даже приближался к ней. Лили отступила назад и, увидев, что мужчина остался на месте, решила, что это хороший шанс убежать. Она уже собиралась это сделать, когда Луна двинулась вперед, чтобы приблизиться к мужчине. Лили туго натянула поводок, но от этого стало только хуже. Луна начала скулить и вырываться, чтобы приблизиться к мужчине. Луна тянула так сильно, что поводок вылетел из рук Лили, и она закричала. Она не хотела, чтобы ее собака причинила вред мужчине, а только напугала его настолько, что они вернулись домой. Что делала Луна? Но вместо того, чтобы напасть на мужчину, собака совершила нечто по-настоящему шокирующее. Она подбежала к мужчине и прыгнула ему на руки. Мужчина смеялся и с легкостью поймал Луну. Луна начала облизывать лицо мужчины, и его толстовка упала, обнажив самого обычного старика. Мужчина, наконец, заговорил и объяснил, что он бывший офицер полиции, а Луна — его напарница.
Очевидно, мужчина видел Луну и Лили поблизости и узнал собаку. Он не хотел напугать Лили, он просто хотел поздороваться с Луной. Они немного поболтали, и Лили решила назначить встречу с этим мужчиной раз в 2 недели, чтобы он мог проводить время с Луной. Разве это не мило? Поделитесь с нами своим мнением в комментариях. Также не забудьте поставить лайк на видео, поделиться им и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. До следующего раза.